Арочный квадрат. Наращивание на верхней формы. Давайте разберем поэтапно, как же сделать такое наращивание. А это канал Any Nails. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Больше половины людей смотрят меня без подписки. Давайте это исправим. Для начала нам нужно подготовить ногтевую пластину к наращиванию. И для этого я беру пилочку 180 грит и приподнимаю чешуйки своего натурального ноготка. Делаем это в одну сторону и смотрим, чтобы у нас не осталось глянцевых мест. Не используем бафик, использую только пилочку 180 грит. Именно она хорошо подходит для того, чтобы подготовить ноготь к наращиванию. Далее, после того, как мы это сделали, обезжирили все, мы еще подготовим верхние формы. Подберем их по размеру. Я вам уже показывала эти верхние формы, рассказывала вам видео, ссылочку оставлю вам в подсказках. Я взяла арочные верхние формы. Далее нужна кисточка для геля, для блесток и вспомогательная кисть. Для того, чтобы подготовить ногтевую пластину, нам нужен бескислотный праймер и база. Также нужны блестки розовые, у меня от Louis Philippe, и гель для наращивания. Любой какой-нибудь яркий гель. Блестки можно либо вот такие, как у меня в баночке, либо замешать ваши сухие блестки с топом, либо с гелем. Лучше с гелем. Наносим бескислотный праймер, он сохнет на воздухе. Далее после этого уже можно будет переходить к базе. База у меня эластичная от Эми, и ее можно наносить не в стирающий слой, а в тонкий слой, так как она хорошо распределяется сама. И тем самым я экономлю время. Сушим ее, конечно же, 30-60 секунд в лампе. Можно перед этим еще подсушивать фонариком, так мы сделаем еще быстрее наше наращивание. И также давайте перейдем к выкладке блесток. Блестки у нас на палитре. И как выкладывать блестки, я нарисовала вам подробную схему, как выложить блестки так, чтобы они не торчали. Все самое главное, это то, что мелкие блестки у нас идут по краю, в середине у нас более такие массивные блестки. Тем самым ничего торчать у вас не будет и мешаться вам тоже ничего не будет. Сушим мы полное время, так как может что-то не просохнуть. Обязательно следите за тем, чтобы все у вас хорошо просохло. После этого нам нужно будет покрыть эти блестки чем-то. Я рекомендую покрыть прозрачным гелем. У меня тоже гель от опция прозрачный. Я наношу около кутикулы этот гель и создаю некий бортик около кутикулы, но не переборщите с толщиной. Я наношу гель именно туда. Я не разношу гель везде, он у меня лежит только около кутикулы, защищая, так скажем, блестки. Вот так вот форму я буду примерно присоединять к ноготочку с таким вот отступом. И смотрите, чтобы точка роста была закрыта. Гель у меня фуксия, очень красивый яркий оттенок. И наношу ее на форму. Заранее отмечаю, до какой длины я буду накладывать этот гель. И хочу вам напомнить, что у меня есть онлайн-курс, на котором вы научитесь быстро наращивать, правильно подбирать верхние формы, делать идеальные изнанки и быстро наращивать, по сути, крепкие ногти. Моя поддержка в течение прохождения этого курса 24/7. Если вам что-то еще интересно про этот курс, то ссылочка будет в описании. Читайте, изучайте. Можете задавать мне какие-то вопросы и приобретайте этот курс, совершенствуйте себя как мастером. Далее мы подставляем на ноготок форму с гелем и сушим фонариком около кутикулы 5 секунд. Далее переворачиваем ноготок, подправляем что-то снизу, тоже подсушиваем и далее сушим полное время. Этот гель, он очень яркий, плотный, поэтому сушим его не менее 60 секунд в лампе. Далее мы делаем все то же самое с другими ноготками. Раскладываем, распределяем гель. Далее мы делаем отступ около кутикулы. Опускаем форму, чтобы она закрыла точку роста не ниже, и далее сушим. Если вы сделаете сильно низко форму, то есть вы пойдете еще ниже точки роста, то тогда у вас просто ноготок будет клювать вниз. Это не очень хорошо. Для того, чтобы подсоединить форму, мы сначала поджимаем ее по бокам, чтобы она, так скажем, немного отошла. И далее уже отсоединяем верхнюю форму. А то у меня некоторые спрашивают, как это делать правильно.
Вот такие ноготочки получились. Сейчас нам нужен опил. Он будет совсем минимальный. Проходимся по краюшку, по бокам. Делаем все идеально. И сверху мы можем даже не брать фрезу, а именно пройтись пилочкой. Так как у нас там защищены блестки гелем прозрачным, у нас все получится идеально и быстро. С плавным нежным переходом. После того, как мы все подпилили, вы еще не забудьте, пожалуйста, подровнять арку снизу при помощи фрезы, так как иначе некоторые оставляют наплывы, они смотрятся не очень хорошо. Используйте для этого елочку, такую фрезу. И по сути все, покрывайте топом и готово. Как вам такой дизайн, как вам такое наращивание, пишите, пожалуйста, в комментариях. Также ставьте лайки и подписывайтесь на меня. Также не забывайте ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые полезные видео. А на этом все. Всем пока-пока. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil.